Скелет, обтянутый кожей, извлекли из мусорного бака в Ньюарке. На вид это была настоящая мумия собаки, иссохшая и измученная. Но, видимо, в нашем мире все же есть место чуду. Пес был жив. С этого и началась история реабилитации Патрика. Нашли беднягу накануне Дня Святого Патрика. Мусорщики, забиравшие пакеты у мусоропровода, извлекли из одного мешка пса, вернее то, что от него осталось, животное находилось в крайней степени истощения. Сил у питбуля хватало только на то, чтобы дышать и двигать глазами. Люди немедленно доставили несчастного пса в лечебницу. При взвешивании выяснилось, что масса его тела составляет всего 8-6 килограмм, в то время как норма для питбулей – 22 килограмма. Ветеринары принялись за восстановление здоровья животного и попутно завели для него отдельную страничку в соцсетях. В честь дня своего второго рождения пес получил имя Патрик. Под этим именем его и узнали миллионы пользователей сети, которые стали следить за реабилитацией хвостатого пациента. Патрику присылали деньги на лечение, игрушки, еду, не оставался без внимания и персонал госпиталя, который все время получал благодарность за свой тяжелый труд. Волонтеры организации «Кашкиспас», вытащившие слепого пса из смертельной западни, надеемся, тоже получили заслуженную похвалу. Работа по реабилитации действительно была нелегкой. Патрику сделали переливание крови, вводили ему питание согласно специальной диете, проводили физические занятия. И пес, который недавно не мог подняться на лапы от слабости, стал ходить, молодой организм справился с недугом и окреп. Пока ветеринары делали свое дело, полицейские делали свое, и вскоре 28-летней Кише Кертис было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животным. Женщина отрицала этот факт, стараясь убедить полицейских, что оставила пса в холле дома, так как не могла взять его с собой в автобусную поездку. Кто отправил собаку в путешествие по мусоропроводу, она, якобы, не знала, однако охранник, сидевший в холле, дал другие показания. Он видел, как Киша несколько раз пыталась оставить укусившего ее пса, что уже странно, так как Патрик отличается дружелюбием, в холле. После того, как у женщины не получилось избавиться от собаки, таким образом, она, видимо, просто выбросила ее в мусоропровод как надоевшую игрушку. Пока одни выбрасывают собак, другие подбирают их, лечат и кормят, как бразильский священник Жоа. Когда вина была доказана, бывшей хозяйке питбуля присудили штраф в размере $1000 или полгода тюрьмы на ее усмотрение. Любители животных, узнав о приговоре, сочли его слишком мягким. Кише еще долго писали в соцсетях неприятные вещи, а иногда и прямые оскорбления, которые ну никак не назовешь незаслуженными. Что же касается самого Патрика, история на его характере не отразилась. Претерпев такое жестокое предательство, он не озлобился на людей. Пес стал всеобщим любимцем персонала клиники Гарден Стати, ветеринар и специалист, которые успели наделать с ним кучу фото. Славный пес продолжает получать подарки, особенно много их приходит в его личный праздник – День Святого Патрика. Пес уже успел получить один из самых лучших подарков в своей жизни – нового заботливого хозяина, чего еще можно пожелать собаке. Вот так ветеринары смогли спасти еще одно живое существо, несмотря на плачевное состояние его здоровья.